Зеленая комната также подверглась весеннему обострению. Мы не удержались, приехали в очень хороший садовый центр под названием Гислер. И что нас встречает? Вот эта вот необыкновенная красота. Красота весны. Также вот фуксия встретила. На балкон вот хорошо ее. 18 франков. Но вот что плохо одно в ней, что она, когда вот эти падает у нее растение, плитка на балконе окрашивается, если наступишь. Вот это я не люблю. Что я таскаю еще с собой? Посмотрите, ребят, какой плющ я увидела. Я еще такой плющ не видела. Он стоит 1 франк 50 центов. Возможно, мы его тоже приобретем. Потому что я такой еще плющ не видела. И он здоровый, нету на нем ни пассажиров, насекомых. Вот так дальше пойдем, Игорь Иванович. Вот калы, белые калы уже разобраны. Вы знаете, мы что удивительно, в домашних растениях мы увидели пустые полки. Этого еще никогда не было. Поэтому мы немножко ограничимся садовыми растениями. Вот такие еще тут, поверните, это уже люди отобрали себе. Вот такие маленькие. Я помните, в каком-то садовом центре говорила, что это такое. Так я и не узнала. Но телефон не буду включать, чтобы искать. Тут еще вот разновидность плющей. Вот крупно, а вот это мелкий. Я хочу его посмотреть в натуре. Посмотрите. Ну, красивый. Также наша любимая лаванда. Лаванда стоит 2,50. А ну да, я понюхаю, Валя. Понюхай. Не понял. Пахнет. Ну почему? А, да. Пахнет. Да, да. Что, да. может, возьмем себе на балкон посадим? Можно, Валя? Можно. Только немного. Я один кустик попробую, да? Вот такой вот насыщенный. Вот. Дальше вот такие хризантемки. Хризантемы стоят 2 франка. И розочки, а розочки стоят 2,50. Красивые, маленькие, такие уютные. Здесь недорого, поэтому обносят все. Валя. Да, здесь очень И на недорого. стоянке нет места свободного, чтобы припарковаться. Давай зайдем в комнатные растения, пока тут толпа пройдет. Вот посмотрите, ребята, что мы увидели в нашем любимом центре. Пустые полки. Это вот стрелиция Николай. 85 франков. У меня вот такая сейчас стоит. Вот такого размера. Люблю ее вообще. Дальше они написали, ну это алаказия, макрорица. Они написали, что это зеленое растение, 30 франков. Но она, ну как бы сказать, это... Светло-зеленое, а не зеленое. Вот написали бы светло. Да, и оно заражено уже. Паутинка вот тут А, все, пошли. между ними. Также стрелица, горшочек красивый. Так, это у нас Диффенбахия 30. Очень красивая, кстати, посмотрите. Окрас какой у нее. Очень красивый. Ну вот монстеры. Монстеры подорожали 30 франков. Когда-то они стоили 15, 10. Вот еще одно дерево. 33 франка. И очень красивая Диффенбахия. Посмотрите, какой лист необыкновенный. Покажи, Игорь Иванович. Ну вот я с этой То стороны. наши зрительницы нам не простят, что не показали. Диффенбахи. Да, Ну, красивые. простят, я думаю, Валя. Это тоже. Все пишут Грюнфланца 30. Очень такая насыщенная. Вот такую можно и в зале. Это у нас тоже 30 франков. Это фикус. Андрей я его называла. Здесь он написано фикус альтисимас. Вот эти подешевели. Мы когда-то дочери вот такой вот покупали, если вы, кто нас смотрит постоянно. По-моему, за 60 с чем-то. За 50 с чем-то. А Ну, это почти за 60. 30. Здоровое растение, фикус. Очень красивый. Посмотрите, он весь набитый. Уже толстый ствол. Ну и тут Диффенбахия. Тут юка. Интересно, сколько эпипремнум пинатум. Стоит 23 франка на вот таком штабе. Вот. А вон какой вон большие. красивый. Да, пойдем с той стороны посмотрим. Дальше. 20 франков. Нефролепис. Циммерфарн.
Тайна директа зона, чтобы на солнце не был. Кошачья травка. У нас нету кошачьих кошек, к сожалению. Ну, а тут вот называется акулий плавник сенсеверия. У меня есть такая очень хорошая. Я вам скажу, она не притязательная. Растет хорошо, размножается хорошо. Вот она как идет, как отдельный лист. Видите, и вот тут вот деток пускает. А так отдельный лист, побрызганные чем-то, вы видите. Вот осталась одна одинешенькая, 6,50. Это у нас кто? Аглонема. Названия нету, ребят. Сейчас надо листик убрать. Это по памяти? 6,50. Ну, конечно, по памяти. Ты думаешь, что? Так почем же вот эти большие? Эти большие тоже дорого стоят. 48. 48. Ну, красиво. Видишь, вот такие вот эпипремнумы нужно ставить на кокосовую штангу. Почему? Потому что она с увеличением, она увеличивает листы, видите? А тут маленькие. Видно, как она росла маленькая. Ну, здорово. Вот другой эпипремнум. Он стоит 20. Тут сциндапсус написано, эпипремнум. Вот смотрите, тоже с маленьких листиков. И пошло, и увеличение. Вот такие огромные листья. А то вот этот красавец, правда? Красавец, Оля. А вот, посмотри. Ой, это вообще. Это прям как я. 48. Так, дальше идем. Что мы тут с остатка? Вы посмотрите, Игорь, обзор сделай. Пусто. Такой... Носят, я не знаю. Здесь, во-первых, дешевые цены. Посмотрите, сциндаптусы вот стоят по 4,50. Их нигде нету. Скорее всего, они сейчас вот эти остатки продадут, и по новой цене пойдет другое, Игорь. Да. Вот хорошая бегония нас встретила. Посмотрите, какая красота. Сколько они стоят? Тут цены что-то нету. И вот такая бегония красивая. Набитая просто, посмотрите. Ей даже некуда цветки девать. Посмотрите, где цветет. Чем они их поливают, надо узнать. Цены бегония, Кёнигс бегония, это королевская бегония, стоит 6,50. Гибриды. Вот вообще хорошая, посмотрите. Очень красивая. Но это не тростниковая, это вообще тоже красавица, посмотрите. Очень красивая. Да. Дальше вот такие бегонии по 11. Элатиор какие-то. Вот старушки еле ходят. Ну, надо идти за цветами, как и мы. Какая красота, правда, Игорь? Ну, это уличные, наверное, бегонии. Их можно на улице ставить. Я в этих бегониях не разбираюсь. На балконе, наверное, можно. Вот сциндаптусы. Сциндапсус 4,50. Вот видите, он пока маленький. Я такой тут купила однажды. Он такой маленький растет, но в длину. Надо его ставить на штангу кокосовую. Ну, красивые бегония. 6,50. Почему бы не взять? Дальше. 20 франков. Грин леди. Красиво. Каланхои. Каланхои вообще по 3 франка. Конечно, их разберут сегодня же. Они очень красивые и... О, какие вот. А эти по 4,50. Посмотрите. Это же мрачная красота. А вот... А, мы вот такой покупали. Сейчас 52 фикус вот такого размера. Ну да, вот я помню. У них крупные листья. Видишь, у того помельче листья, а этот крупнее. Вот эти по 52 франка фикусы. Сорта разные. Да. Ну, дальше фикус лирата. Это стоит 175 франков. Вот такая Монстера, вот 68, которую мы недавно пересаживали. Игорь вспомнил, чьих-то мам. Не знаю, чьих, но вспоминал. Совсем. Вот этот вот 175. А вот какой богатый, да, это много их, да? Тут глянь, сколько раз, тут не сосчитать сколько. Тоже 68. Монстер, не сосчитать. Вот представьте, вот этот куст вырастет дома. Джунгли. Джунгли.
Еще преимущество этого садового центра, что они сами выращивают. Видите, вот мы туда не будем заходить. Они сами выращивают эти растения. Ну да. Вот. Ну, что нас тут встречает? Вот такие красавцы сансеверия. Очень красивые, 42. Ух, мощные. Также вот такие. А сколько эти стоят у нас? Тут написано АИР, это натуральный воздух. Ладно, не будем их смотреть. 35 франков вот такая сансеверия. Это трофисиата. Это другой сорт, это, по-моему... Ой, а как же она называется? Забыла. Тут не пишут, видите, тут просто написано сансеверия Боденханф. Земляная чего-то там. Конопля. Конопля, да. Игорь вам переведет. Ну, Валя, это Тут даже вот не написано, как она называется. Но это хороший сорт, вот это сансеверия. Очень хороший сорт. Этот вообще бесподобно. 39 франков стоит вот такая красота. Ну, вот такая вот сансеверия. Я в ней вот спагетти типа называется. Ну, это маленькая, вот вырастает вот такая. Нет, это Нет? такая маленькая. Такая есть. Видишь, она уже деток пустила. Она деток пускает, это значит, она уже взрослое растение. Вот. Не, ну у людей же есть тоже. Низкого роста рождаются и умирают. Высокого 88. Трофисиата, сансеверия. роста. Бушмыны. А вот болеет, но выживает. Не знаю, за счет чего она. Вон уже эти. Она погибает 38. Ну, взяли, снизили цену. Люди купили себе. Ну, вот она новые выпустит, эти старые уберут. И все. Дальше. Ой. Шифлера. Обыкновенно 6,50. Посмотрите уже, какое огромное растение. Это дешево. Шифлера арбикола. Тоже 6,50. Но они разные. Видите, они такие. Красивые. Хорошие, уже здоровые. То я маленький покупала, пересаживала. Вот такой купите и не мучиться. Вот хорошие у нас. Как на К? На И Валя. Кротоны. Кодиум. Да, я листик уберу, то не товарный вид. Не угадал. Видите, сколько растений? Посмотрите. Это, А, скорее всего... Диффенбахия. Да, макулата. молодец, Да я прочитал. прочел его. Красивая, да? Желтенькая. А тут другая Диффенбахия. Вот посмотрите, какие красивые Диффенбахи. По тоже. 5 рублей штучка. 6,50. А, да, по 5 рублей. Ну, тут это дешево. Это очень 6,50 дешево. шифлеров. Посмотрите уже стволы какие. И вот уже деток там пускают. Вот, типа такой, посмотрите, она с детьми. Это хорошая. Дальше. Ну, пальмочки. Почем они сейчас? Раньше были 24. Сейчас кентия пальма стоит 52 франка. Все дальше и дальше. Все Ну, тут выше полет наших птиц. вот такая маленькая, Есть 27. песня такая. Так, тут спатифилумы. Цена 12. Вот такой спатифилум. Это дешевая цена по сравнению со всем. А вот такой огромный, я не знаю почем. Пойдем. Вот тут еще эти есть. Пустые. Это надо же такому. Этот стоит спатифилум 43. Вот этот большой. Да, это большой спатифилум. Знаете, что мне понравилось? Посмотрите, какие красивые у нас папоротники. Это кто у нас? 16 франков. Асплениум нидус. Нест. Посмотрите, огромные листья какие. Покажи ближе, Игорь Иванович. И он почему-то, правда, светловатый. Ну, я бы, конечно, вот этот выбрала. Он более такой, с листьями. А тут реденькие листья, может, поубирали. Так, тут Green Lady, по-моему. Нет, просто нефролепис. Так, нас это пока не интересует. Ой, пойдем к А вот это кактусам. что, Валь? Это суккуленты большие. По 10, по 18 франков. Все красивые, да? А ну-ка, что у нас тут сегодня показывают? Это витал. Для оздоровления. Вот взять.
удобрения. Усиливает через натуральные микроорганизмы рост растения. Вот. Понятно? Понятно. Это очень... 14,90. Посмотрите, как у нас удобрения. 10,60, а 14. Я вот таким очень часто пользуюсь. Ой, какая лягушечка красивая. Покажи, Игорь. Посмотри, жаба какая красивая. Вот, пошлите дальше. Вот пальма опять какая-то интересная. Посмотрите. Вот эта пальма с вот такими кокосовыми стружками. 120. Это Архапис эксела. Штекенпальма. Всем понятно, что я прочитала, да? Красивая. Дальше. Вот это что? Мы как начинаем видео снимать, обязательно кто-то с вот этим пустым таскается. Это у нас традисканция зебрина. 16 франков ампельная. Посмотрите, красота какая. Ей, по-моему, тут вот кто-то уронил кусочек. Это у нас красивый, оригинальный. Сколько он стоит? 16 уже франков. Вот такой раньше можно было купить спокойно за 9 франков. Ну ничего, что я за цены. Я думаю, что всем все интересно. Вот опять нефролепсис. Ой, какая красивая традисканция. Вообще. Сколько она стоит? 16 франков. Вот такой вот у меня есть грюнфланце. Это у нас эпипремнум. Посмотрите, 16 франков. Это у нас красивый, 16 тоже. Гляньте, сколько обрывков можно. Жалко такие. Ой, вот красивый. Это он уже подрос. В подросшем виде. Можно хорошо на балконе его поставить. Ему будет там уютно. Ну, а тут вот пальмочки всякое. Вот какая красота. Антуриумы по 9,90 маленькие, а эти большие побольше. Видите, какой цвет разный. Красный это стандартный. Вон, посмотри, какой цвет необыкновенный. Вон, розовый какой-то, сиреневатый. Цепляемся за коробок. Вы нас извините. А вот куркума цветет. Видите, как она цветет? Ее можно кушать. Вот даже тут на рисунке показано, что она желтого цвета. Поливать 2 раза в 7 дней. Любит влагу. А как вот цветы собирать? А я без понятия, Игорь. Надо почитать. Надо почитать. Замиокулькасы 68. Замиокулькас Троп Африка написано. Ну, это кустики большие, Валя. Да. Есть нельзя нарисовано. Он, видишь, вилка с ложкой. Дальше кактусы. Мои Сыром виде. любимые кактусы. Тоже очень мало, посмотрите. Вот эта цена 6,50. Естественно, их разбирают. Хоть как. Потому что таких вот эти 6,50 все. По 6,50. А дальше пойдем по руб 50. По 1 франок 50. Это цена ни о чем. Ну, брать я не буду, у меня места, ребят, мало. Хотя можно было бы вот этот купить. Вот, вот, Это по 3,50. Это суккуленты по рубль 50. По 1 франок 50. А вот эти кактусы по 3,50. Ну, не буду брать. У меня их много. Я сейчас еще укололась. Я на них обиделась. Вот суккуленты. Вот эти по 3,50. Посмотрите, вот эта красота какая необыкновенная. Нежные какие. Да, это крашеные, Игорь. На них не обращай внимания. Вот какой красивый. Очень красивый. А вот какие лапки медвежьи. Смотрите, это красола, по-моему. Уже с корни торчат. И паутина. А сколько этот большой? 132, по-моему, стоит. Дальше. Вот какая нежнятина. Красивые. Воу! Посмотрите. Это просто само очарование. А вот зацвел. Посмотрите.
Гляньте, как он цветет. Смотрите. Можно некрасив- погадать, как на ромашке, только долго очень будет. А тут не тебе Много лепестков. счет не выставит за гадание. Ну, мы А скажем, вот наша любимая сапелия. Игорь Иванович Сапелия называет, а я Стапелия. Как? Стапелия, а ты Сапелия. Вот это мне понравилось, вот это. Очень красивое. И он вот такой будет, посмотрите, он распускается, а потом вот такой. Вот такой я уже не хочу. Это он болел чем-то. Или его подъели хорошо. Вот такой вот. Вот эти стоят по 5 франков. Вот этот красивый. Он вот типа вот такого, но не такой. Ой-ой-ой. Ой, какая красота. А вот посмотрите, какие очаровательные. Очарование. Это сколько стоит? 12,50. Очень красиво. А вот цветет. Это оленей, по-моему, язык цветет. Пойдемте дальше, Игорь Иванович. Тут орхидеи. Почем же сегодня орхидеи у нас? Ого, 55 франков. Но тут 3 ветки. Очень здоровые. А это 45. 3 ветки. Очень здоровые цветочки. И посмотрите, какие огромные у них листья. Театра написано, театр. 150 дней. Чего? Непонятно. Ну, корни, естественно, видите, уже подсушенные. Требуется полив, потому что листья уже желтоватые. Смотрите, вот огромные, какие у них эти, и вот уже подсушиваются корни. Раз, два, три, и бесконечное цветение. Огромный, я такие еще не видела. Дальше эти у нас по 39. Тут тоже несколько веток, но уже помельче. И тут корни получше. Зеленые, напитые. Видно, недавно поливали. Алоэ вера. Сколько? 11 франков стоит. Вот такие уже. Помнишь, мы 2 штуки купили вместе, вот таких вот, только больше, за 6 франков. А тут уже 11 одно. Пеперомия. Цирапегия нас встречает. Дальше пойдем. Посмотрите, вот такая цветная. Посмотрите, сколько у нее веток. Могу посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6 веток. Представляете? Ну это ж вообще идеальная красота. Идеальное растение, но их вот осталось 4 штуки. Кто-то забирал. О, глянь. Гузмания лингулата. 11 франков. Любой цвет. Красивые. Но эти желтые мне не очень нравятся. Мне розовые нравятся. Сиреневато-розовые. Дальше пойдемте. Ну и тут папоротники, хлорофитумы. Пойдем дальше, вот туда пройдемся, да и все. Вот. А это что, лянь, цветет? А тут что-то написано. 6,50. Экономно поливать написано. Грапопитал он какой-то. Да. Тацитус. Нужно очень светлое место и очень много света, амфраен на свободе, чтобы никто его не лапал. Вот это лисий хвост, я его называю, такой аспарагус, 28 франков. Посмотрите. А вот такие маленькие, посмотрим, аспарагусы. Почем? Почем вот такой? 5 франков. Вот такие маленькие. Ой, здоровый, хороший, 5 франков. Вот такой у меня есть. Вот такой и есть. Вот такого нету еще. Но я его не хочу. Вот такой, я его как укроп называю. Вот он похож листьями на укроп. 5 франков. Тоже прибаливают. Вот им недостаточно, может, воды, может, недостаточно. Не политые. Я уже привыкла к своим. Вот этот почем у нас?
Ну, это уже дорогие сорта. Вот хороший, мне нравится, это папоротник, мшистый папоротник называется, в переводе. Мусфарм. Салагинелла апода. Болотный мост. Мусфарм. Мос. Это же не болото, это... Болото. Трясина. Да? Ну, Вот видишь? Салагинелла по-другому. То есть она все время должна в воде быть, если ее... В общем, короче, надо ее содержать влажной, чтобы не было, вода не засталась. Регельмесик Курстаушен, Тойхен. А тебе ничего она не напоминает, Валентина? Нет. Помнишь, мы в Сибири были, вот идем, а там, где болото, наверху такая вот растительность, по-моему, и по ней можно идти прямо. Ну, я тогда цветочками не увлекалась. Ну, шли же мы, я помню, через вот по Так, таким, пойдем дальше по еще. такому ковру. Вот каланхои по 11. Красивые, да? Так красиво оформить в подарок. Вот. Тут тоже каланхоя. 5 франков. Вот такую лучше купить в подарок. Маленькую. Зачем большую покупать? Ну, да. Дальше идемте, Игорь Иванович. Там где по рубль 50, по 1 франку 50 растения. Вот здесь вот. Я да. издалека вижу. Видишь, как хорошо. Так, это глоксиния 6,50. Посмотрите, сколько у нее цветочков будет. Вот с бабками не поговоришь. Бегония 1 франок 50. Вот посмотрите, какая хорошая. Это у нас колиус, по-моему. 1 остался. Вот такой папоротник 1 остался. Так, это хоппе, пеперомия хоппе, аспарагус, алоэ вера. А вот традисканция какая красивая, посмотрите. Очень красиво. Вот бабушки пришли, все. Все по рубль 50, да? Да, по одному. Вот какой хороший этот хлорофиту. Ну, он не политый. О, корни какие. У меня такой есть, конечно. Растет замечательно. Сейчас он у нас в туалете. Кто нас видел, вот хороший. Он такой ворсистый. Я не знаю, это ценность имеет. Вот эта ворсистость. Дальше у нас идут. Вон пеперомия, еще я вижу. Или пилия. Туда не дойдешь. Там очень узко для нас проход, Игорь Иванович. Как ты считаешь? Ну, Валя, ну если надо, я дотянусь, ты же знаешь, что у Вот русской подиум. мафии длинные руки. Точно. Ну, Кодиум. Маленький. Красиво. Вот это тоже пеперомия. Но она мне пока не привлекает особо. Вот кофе, арабика. Тоже пока не привлекает. Я слышала, что они дома не живут. А вот хороший хлорофит, посмотрите. Очень хороший. Никто не хочет брать, а корни, посмотрите. Это надо полностью разрезать горшочек и выкидывать его. Вот этот мне нравится еще. Вот такой. Красивый. Дальше пойдемте. Здесь нас встречают запахи диплодения. Огромная. Есть белая, есть красная. Стоит 26 франков. Красивые. И они все, видите, их надо подвешивать. Ну, потом цитрусовые. Вот это вот называется мандарин лимитте. То есть вот даже можно почитать, как ее размножать. Ну, вся в цвету, вся. Чем они ее поливают. Вот, посмотрите, как цветет. Это грейпфрукт. Посмотрите, запахи вообще. Правда, Игорь? да. Вот, а это оливки. Игорь Иванович, мы тут не расходимся, тут узко. И пчелы летают. Вот оливки как вот уже цвели. Красивые. Это у нас кто? Мексиканская лиметте. 39. Это 20 оливки. Но мы не будем покупать оливки, да? Вот это вкусно. Оказывается, Игорь, мы его неправильно ели.
Посмотрите, какой кумкват. Мы его как-то попробовали неправильно. Его, наверное, говорят, с кожурой надо есть, потому что кожура сладше, чем там внутри. Не знаю. Надо купить и попробовать. Не хочешь сейчас попробовать? Да, сорви и попробуй, Господи. Ага. Нельзя. У нас уже... А вот лимоны уже отцветшие. И много-много-много лимонов. У меня лимоны, я их залюбила. Много воды поливала. Вот. А вот маленькие оливки, посмотри. 9 франков. Уже много оливков. Ты любишь же оливки? Да. А вот лимоны. Какие красивые. В полном цвету. И цены, наверное, не продается для приватовска. Да, вон другой. Ого, 150. Лапки кенгуру разные. Какие они огромные бывают. Кенгуру фотли 31 франк. А вот эти мне нравилось раньше. У нас росли они по всему. Это покрывает землю все. Вот. Пойдемте к ромашкам, Игорь Иванович, и к этим подойдем. Ромашки ты любишь, гвоздички тоже. Вот что. Пассиенфрукт. Пассифлора. Пассион блюмы. Это очень полезные фрукты. Вот один погиб. 68 франков. Как цветут красиво. Покажи вот цветок. Посмотрите. У него еще сверху какие-то там, как ножки торчат. Тычинки, Валя. Красиво. А фруктов что-то я не вижу. Это аж разные, смотри. Отлетают. Да. А вот такие желтенькие, хорошо, на балконе я видела. Красиво стоят. Ну, мы сейчас наш балкон выставим все комнатные растения, и он будет забитый. Просто этим цветам нету места. Вот. Смотри, тоже вот. красота, да? Ага. Бугенвилия. Вот. Тоже 20 франков стоит. А эти сколько стоят? Тумбергеры. Тумбергия. Сколько она стоит, Игорь? Вон там цена 26 франков. 26. Ой, какая красота. Я бы тут вот, знаете, просто б гуляла. Вот просто б гуляла и гуляла. Потому что такой красоты много. Не, красоты много не бывает. Валя. Помнишь? Да. Пойдемте дальше, Игорь Иванович. Гибискусы. Какая красота. Столько цветоножек вот этих вот. Очень красивые разные цвета. Розовый, красный. А вот большое дерево. Нам надо такое купить когда-нибудь. Оно стоит всего-навсего 75 франков. Удешевленное. А вот веточка эта. Сколько стоит? Непонятно. Вот хосты различные. Надо вот эти полить. Видите, какие красивые, маленькие. А это вот такое вот, я не знаю, люпин, его раньше называли, но он цветет все лето, по-моему. Вот пионы, здесь называется пфинкс-роза, пасхальная роза. А это я даже и не знаю. Что тут написано? Что-то тайликум, непонятно. А здесь красная ромашка, такие рассады. Можно покупать. Мальва. Я люблю мальву. Только не люблю, когда она отцветает. А вот это у нас в степи такое росло. Похоже на... Пахнет она... Как же она называется? Ахиллея. Ну и тут различные рассады. Можно купить по дешевой цене. Вот 3,50. Дальше еще, чем меньше растения, тем меньше стоит. А вот роза еще. Покажем, Игорь Иванович, розы. Вот такая роза стоит 28. Пахнет вообще. Вот какая красивая. Это, наверное, вьющаяся роза. Непонятно. Ну, видно, раз они на подставках, они как вьющиеся. Желтая, красивая, белая. Все цвета радуги. Такая красота. А вот маки. Игорь Иванович, ты знаешь маки? Ну, маки, Валя, ну, не такой сорт, как надо нам. А тебе какой надо? Какая красота. Он не опиумный, Валя. А,
Чем-то пахнет, не пойму чем, он какой крупный. Бананы. Вот эти вот маки стоят все 5,50. Разных цветов. Желтый, розовый, белый. Какой еще тут есть? А вон такой бледно-желтый. Да, оранжевый красивый. А вот посмотрите, как он открывает коробочку свою. Вот, приблизь, Игорь. Видите, так интересно. Так, значит, вот эти коробочки будут вот так. Да. Вот. Один уже начинает. Может, ему помочь? Как ты думаешь? Нет, пусть сам. Пусть сам. Да. Дома бы я ему помогла. Вот бледно-розовые тоже. Красивые. Очень красивые. А вот посмотрите, какая огромная у нас лаванда, да. И сколько стоит такая огромная? 30. 29,90. Сегодня заметила, вот такие цветы очень много берут. И видите, уже пустой прилавок. Тут считается роза и вот это. Альстромения. 14 франков стоит. Красивые цветы такие, настолько красивые. Я про нее ничего не знаю. Кто у нас садоводы, любители, поделитесь, что это за растение и как долго оно цветет. Можно ли его держать на балконе или это садовый цветок? Он какой крупный. Вот этот хороший. Вот половина белый, половина зеленый. Так, я. Видишь, тетя сказала, да-да. Пойдем-ка к кассе, Валя, мне уже тяжело таскать. Вот. До свидания всем. Хорошего дня. Крепкого здоровья желает наша зеленая комната. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, пишите комментарии. До свидания. До свидания.